Приветствую, дружок, вот тебе вкусный пирожок. Гляжу, ты решил еще чего-нибудь полезного про фэнтези узнать. Ну, это ты правильно, это ты по адресу. Сегодня буду тебя вновь полезным штукам обучать и все дела. Так что располагайся поудобнее, хватай перо, чернила и пергамент. А прежде чем приступим к сегодняшней теме, проверим, как ты усвоил предыдущую. Ну-ка, напиши в комментарии, что за жанр фэнтези такой, в котором события происходят во вселенной, жители которой не очень-то верят там во всякую магию, драконов, нежить и прочие дела. Так, время пошло, у тебя есть 5 секунд написать название такого вида фэнтези в комментарии. 5, 4, 1, все, время закончилось. Если справился, то молодец. Если нет, вот тебе еще, дружок, один пирожок. А мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы. И называется она «Оружие фэнтези». Да, тема очень важная, ибо даже самому тупому гоблину понятно, и если твоя черепушка не способна выдержать удар топора, то оружие капец как нужно, ибо какой-то шпалкой тебе нужно колотить своих противников, вражин или жертв. Это, конечно, не суть важно, как их называть. Оружие, в общем, да, штука нужная, особенно в умелых руках. Ибо всем нам известно, что даже в нашем мире с древних, древнейших веков, как только кто-то научился палку-убивалку крепко держать в лапках, начались все вот эти вот дела с походами на соседнюю пещеру за лучшими самками, налеты на соседнее село ради хорошей выпивки, атаки на соседние замки ради пары сундучков с драгоценностями. И все эти дела сопровождались добротным рубиловым, теми ж палками-убивалками. Понятное дело, ты ж мой маленький умник, что палка эта нужна и не только чтоб нападать, но и чтоб защитить свое добро, выпивку, принцессу и честь. А пока ты не волшебник и не могешь магической силой бука и чесночной отрыжки останавливать стрелы, тебе палка-убивалка определенно нужна. Вообще, да, оружием может быть абсолютно любая твердая штуковина, оказавшаяся под рукой в нужный момент. Ибо жить захочешь, даже короткостволом отбиваться будешь. Ты не подумай ничего такого. Короткоствол — это эти волшебные палочки, как у этого, да, Гарри Поттера. Этакие кастрированные посохи. Ну, да вообще, в фэнтези в основном, как и в нашем мире, используется довольно такое себе классическое оружие. То есть всякие там мечи, топоры, луки, копья, арбалеты. Но, разумеется, это дело все простое и не представляет для нас особо большого значения в нашем исследовании. Гораздо интереснее взглянуть на экземпляры, которые порождает фантазия художников и писателей. Ведь благодаря им, казалось бы, простая, та самая палка-убивалка по голове давалка, становится вполне себе экзотической штукенцией, способной как внушать страх и ужас в сердца врагов, так и своего рода недоумение. Да-да, именно с легкой подачи тех самых фэнтези-писателей и художников на наших бумпалках начали появляться всякие там дополнительные лезвия, шипы, цепи, колья, крюки и прочее непотребство, которые вроде как и нахрен не нужны, но зараза выглядит чертовски эффектно. Это, в общем, да, мы с тобой обсудили простые палки и ребра-ломалки, но фэнтезия на то и фэнтезия, чтоб в ней было много всяких крутяцких и опасных штук. Как раз таки потому в фэнтези и появилось свойственное только ему так называемое магическое оружие. Сразу же отвечу на вопрос. Нет, не обязательно баловаться там всяким колдунством и прочими запрещенными в цивилизованных странах магическими делами, чтобы начать использовать магическое оружие. Таким низкоуровневым NPC, как мы с тобой, для использования магического оружия, подходящего нам, будет достаточно всего лишь 2 лапок. Рук. В отдельных случаях может хватить даже одной руки. Магические палки и челюсти-ломалки бывают, черт возьми, разные. Иногда их магический эффект такой дерьмовенький, что, возможно, лучше бы его и не было. Например, представь себе ситуевину. Крадешься ты, значит, такой по пещере троллей. Эти злодеюки этакие, сожрав на ужин пару пони и овец и закусив одной принцессой, улеглись спать.
Ты такой весь из себя воин тени, прокрался прямо к ложу их вожака. Хе-хе, сейчас ты чикнешь глотку этой тварюке, а вот ты уже навис над ним, кровь в жилах кипит, сейчас ты сразишь такого опасного врага, ты достаешь свой меч и... О, поздравляю, у тебя поющий меч! Итог, думаю, предсказуем. Скорее всего, переваренного в тролльем желудке тебя уже не найдут даже самые влюбленные в тебя принцессы. Потому-то я и говорю всем и всегда. Магия — это не только отличный мех. Тьфу ты, блин. Не то. Магия — это не всегда круто, хорошо и мощно. Магия — это зачастую большая проблема. А магия в неумелых руках — это еще и охренеть какая опасная штука. Ведь, как говорится, с большой силой приходит большая ответственность. Но о магии мы пообщаемся как-нибудь в другой раз. Если тебе, конечно, интересно слушать вот такие вот уроки по фэнтези. Ты как-нибудь подай что ли знак. 2 раза моргни, что ли, или лайк поставь, или в комментариях об этом напиши. Ну а мы пока продолжим, собственно. Так вот, что еще важно знать перед тем, как приобрести себе палку-ногоотрубалку у какого-нибудь стрёмненького торговца на блошином рынке, где-то в квартале, имеющего репутацию преступного местечка? А где, ты думал, еще можно приобрести оружие? В магазине, что ли, рядом с морковкой и печеньками лежит? Хе-хе, не будь так наивен. Так вот, прежде чем покупать палку-глазовыбивалку, тебе нужно определить, кого ты пойдешь стукать этой штукой. Ведь, собственно, да, против каждой тварюки лучше использовать тот или иной инструмент умерщвления. Разумеется, и если мама тебя вскармливала эльфячим молоком, то твой выбор — это, конечно, лук. Штука определенно хорошая и имеет ряд действительно хороших бонусов, главный из которых — тебе не нужно приближаться слишком близко к противнику, а быть от них на расстоянии очень важно, как минимум по 2 причинам, первая из которых — это неприятный запах, который может исходить от них, а второй — это крайне высокая вероятность того, что и они тоже решительно настроены выпустить тебе кишки, раскроить череп, перемолоть в мясорубке, раскрошить кости и все вот эти вот дела. Так что дистанционные атаки для ссыкуна, точнее для расчетливого и грамотного воина. Штука самое то. Но если ты страдаешь в руках луконедержанием, то придется рисковать, и к риску нужно быть подготовленным. Как и говорил ранее, если заранее знаешь, что за вражина, то заранее и палку под зад-давалку выбери. Тут все просто. Если собрался драться с монстром, на которого приходится смотреть снизу вверх, то, понятное дело, лучше его копьем каким-нибудь тыкать, дабы доставать до слабых мест. Если скелетов решил бить воскрешенных каким-то там гребаным некромантом, то лучше всего возьми с собой ударную штуку, вроде молота, чтоб супостаты эти шустро разлетались, и в общем так далее. Ты парень не глупый, думаю, сообразишь, кого и чем бить нужно. Но что еще важно, это вот какая штука, которую мне поведал мой отец, а ему его отец, а ему Логин Девятипалый, а Логину Девятипалому его отец. В общем, звучит эта фраза так: ножей много не бывает. Понял, да? Это, конечно, не только ножей касается, но и всего остального твоего монстроумерщвительного арсенала. Не экономь на стрелах и болтах, чтобы не выковыривать их потом из себя любимого. Не экономь на качестве клинка, чтобы не оказаться в неловкой ситуации перед орком, который решил, что ты можешь оказаться не только искателем приключений, но и сытным ужином как для его, так и для его бойзов. Ну и в общем такие это дела. И напоследок обязан упомянуть такую штуку, как артефактное оружие. Но тут все в принципе просто. Это в общем такие палки-зубовыбивалки, которые некогда давным-давно принадлежали какому-то крутому парню или мадаме. И по причине совершения всяких благих дел этим парнем или мадамой, и дела эти были совершены той самой палкой, эта самая палка, господи, как много палки, стала прям очень известной. И вот когда тот самый парень или мадама умертвились, так сказать, палка или потерялась, или пошла по наследникам, и в общем стала очень старой, но оттого не менее крутой штукой.
Зачастую такая палка имеет магические свойства или просто очень красивая, но это не обязательно. В любом случае, работает она только в правильных руках, а если руки из Жожо, то это просто палка. Я, конечно, не упомянул еще посохи и короткостволы, да, волшебные палочки, но я это дело отнесу скорее к магии. Потому-то, когда будет урок, посвященный магии, тогда-то мы это дело и обсудим. Ну а выход следующего урока зависит только от тебя. Накидывай звонких монет с пальцем вверх, пиши комментарии, делись этим выпуском с друзьями в соцсетях. А я пойду, пока вы не начали кричать о том, что я опять выпрашиваю лайки и комментарии. Вы, конечно, охренели. Для них тут стараешься, делаешь, а они еще и наезжают. Я прям худею. Пойду я от вас.